Мне кажется, продажи – это самое страшное, что может быть в жизни специалиста. В моей точно. Продавать саму себя, повышать ценник – это то, что я не умею до сих пор делать даже. Я уже закалена студиями, мастерами, которые у меня работали, продажами, которые я совершала, хотела сказать, под давлением своего мужа. Но как это Нет, назвать? это давление Это было было давление, 100%, потому да. что, ну вот смотрите, представьте себе ситуацию, когда я делаю процедуру на клиенте, у меня сыпятся заявки, потому что идет реклама. Это буквально первый месяц работы, когда я начала работать сама в салоне. Заявки сыпятся весь день, но я на них не отвечаю, потому что я весь день работаю, у меня сплошной поток клиентов, а вечером, когда они уходят, я начинаю разгребать свои фотографии, вот эти заявки, писать им, перезванивать. У меня куча звонков, а половина уже слилась, передумала или там вообще забыла, кто я такая, они звонили по рекламе, и у них это не отложилось, и пропадают заявки, получается. И Дима мне сказал, ты должна будешь прямо во время процедуры, одеваешь Bluetooth на ухо и продаешь свою процедуру на следующий день. Надеваешь. Надеваешь. Блядь. Я просто поправляю, у нас... Ну, это мы вырежем. Нет. У меня проблема, одеваешь, надеваешь. У меня идет процедура. Я, в принципе, работаю первый там или второй месяц. Я волнуюсь от самой процедуры, потому что я еще вообще не ас, у меня там все сикость-накость идет. У меня на ухе наушник, и мне поступает звонок от клиента, и я должна была, это Димина было прям не то что просьба, а прям приказ это был. Я должна была сказать: студия Елены Нечаевой, Елена Нечаева слушает. Чем я могу вам помочь? И дальше по скриптам тоже, но меня просто убивало, что значит студия Елены Нечаевой. Студия – это значит, что у меня уже там люди, мастера, администраторы, и в том числе я. И что-то мне так... Вот я тогда не знала этого слова кринжово, но мне было кринжово именно. Зачем ты заставлял меня это делать? Потому что ты должна была прочувствовать, насколько это стрессово. Насколько стрессово продавать. Это первое. Второе. Ты являешься носителем уникальных знаний, и ни один специалист колл-центра не продаст так, как продашь ты. Что значит, ну, в нашем случае? Тебя никто не просил записывать, ты могла сказать: прямо сейчас у меня идет процедура, я Елена Нечаева, я владелец этой студии, я веду сейчас процедуру, да, я приняла у вас звонок. Ничего страшного в этом нет. Я тебе уверяю, кринж – это только у тебя и у твоей самооценки. У клиента, который в этот момент звонил, у него наоборот: о, нихера, владелица, классно, прикольно, пойду к ней. Интересно. Понимаешь, о чем речь? Это статус сильно повышает. Тогда я, мне кажется, не понимала. Ты этого не понимала. Но речь не об этом. Речь о том, что ты должна понять, как продавать. Продажи – это не сделка, которая проходит вот так. Тебе позвонили, ты взяла деньги, предоплату, все. У людей вопросы. Ну, вот он пришел по рекламе, он холодный. Итак, вы, я думаю, должны были уже понять, что сегодняшний эфир будет посвящен продажам, где я до сих пор не сказать, что рыба в воде, это вообще не моя сильная сторона. И какие были моменты острые для меня? Первый был, когда я сама себя продавала. Потом была у нас война, когда Дима решил, что пора поднимать цену. Он достаточно быстро это решил сделать. И я должна была своим клиентам, которые приходили раньше, говорить, что у меня цена другая, и объяснить, почему она вдруг стала другой. Потом был еще момент, такие ступеньки я вспоминаю, когда у меня появилась первая работница, и нужно было ее продать. Причем мы ее, помню, это уже, наверное, ты сейчас расскажешь, продавали. Как сказать? Ее процедуры? Продавать ее услуги. Ее услуги продавать по той же цене, что и у меня, хотя она только недавно обучилась, но я ее... Ну, она уже работала, в принципе, так же, как и я. Но нужно было клиентам объяснить, почему этот человек, который только что появился, стоит столько же, сколько и я. Стоила. Ну да, это было сколько, миллион лет назад. Сколько? Имеется в виду, что почему этот человек, который только вчера появился, стоит столько же, сколько ты стоила месяц назад. Месяц назад, конечно, у тебя цена поднялась. Да, мы, получается, поднимали мне цену, и она по моей старой заходила, да? Потом самый стрессовый, наверное, момент был, когда мне уже поднимали цену там до каких-то десятков тысяч, это не я делала, это уже колл-центр делал, это была твоя работа, сейчас расскажешь. Когда VIP-адванс у меня начался, и мне было просто невероятно не кринжово, а как бы не стыдно, что невозможно сказать, это какая-то была космическая стоимость, 350 тысяч первая, та самая, да? Не могла, прям мне рот завязали сказать, сколько это будет стоить, потому что я такая: никто не придет. И сразу набежали. Это каждый раз меня поражало и удивляло.
Короче, ну и, наверное, здесь мы зацепим еще и повышение, да, потому что это же идет рука об руку, повышение цены и вообще продажи. Ну, давай я подхвачу. Давай. М, Вообще, мастеру перманентного макияжа достаточно стрёмно продавать себя. Почему? Потому что мы с нашим постсоветским мышлением нам вдалбливали, что деньги это плохо. И в нас это отложилось. Это и у меня тоже есть. Ну, 100%. у тебя меньше, мне У меня кажется. меньше. Почему? Потому что у меня была большая школа промоутеров. Я был промоутером, работал 2 года, потом супервайзером. Мы доебывались до людей на улицах и говорили: здравствуйте, вы курите? И думали, сейчас что нам ответят, по лицу дадут или скажут: да, курю. Ну и, соответственно, дальше по скрипту мы разговаривали. Если ты этого не сделаешь, ты потеряешь очень много денег, тебя штрафуют, постоянный контроль был. И для того, чтобы нам от этого как-то уйти, мы, так закрывая глаза, практически подходили первое время. Ожидая леща? Да, ожидали леща. И очень часто невозможно было предсказать реакцию человека. То есть человек идет такой хмурый, какой-то злой, агрессивный. Ты подходишь к нему, думаешь: да, сейчас будет. Да, здравствуйте, там, вы курите? Он такой: да. И начинает общаться с тобой нормально, он адекватный. А ты напридумывал себе уже всего. И почему тяжело самой продавать? Потому что ты напридумывал себе всего. То есть ты напридумывал себе: сейчас меня пошлют, сейчас скажут: а почему ты Такая наглая. наглая, а с чего мы должны платить такие деньги? И это очень стрессово, но когда тебя заставляют, а нас фактически заставляли в промоутерах. Ну, там платили очень хорошо, у меня денег на жизнь не было, и я работал, подзарабатывал, когда учился в институте, чем придется. И это нам платили, я помню, 200 рублей в час. Это огромные деньги до 2022, до 2002 года. Это были серьезные деньги. И ты мог, прикинь, за день 10 часов заработать 2000 рублей. Офигеть. Поэтому я наступал себе на горло. Где-то после 100-го подхода ты уже как бы тебе плевать. Тебе реально становится плевать. Ты можешь подойти к любому, спросить: тебя послали, ну и как бы как из гуся вода. И меня это сильно закалило. По телефону продажи менее стрессовые, чем продажи вот так вот в личку. Поэтому я понимал, что такое скрипты. Мне повезло, что они у меня в жизни появились. Я понимал, что такое работа с возражениями, потому что нас отбирали торговые представители именно по такому шоу. Мы приходили, садились, они садились, такие два чувачка. Разыгрывали вот это И да, и мы разыгрывали, они по скрипту шли, спрашивали по возражениям, страшно было, нереально. Они по скрипту спрашивали возражения, мы должны были отработать и сделать это органично. То есть ты можешь оттарабанить скрипт. Скрипт — это сценарий, понятно, да, о чем речь? Ну, то есть это когда ты одно и то же говоришь всем. Мы могли оттарабанить скрипт, а могли сделать это с эмоцией, с живой, когда человек, ты подыгрываешь немного, включаешь актера. Но это уже продажа? Это уже продажа, 100%. Это мы подходим к тому, как важно, каким образом ты говоришь. То есть есть одни и те же вещи, которые ты протарабанишь и скажешь с эмоцией, и ты там продашь, а здесь тебя пошлют. Мы столкнулись же с этим, когда мы скрипты внедрили мастерам. Мы внедрили скрипты и поставили человека, который контролировал, как эти скрипты исполняются. Соответственно, выполняется ли все. Мы повесили на мастеров. Давай тогда предысторию расскажем. Давай. Это когда у тебя появляется студия, и в ней у тебя появляется несколько мастеров. 2, 3, 5. Вот это первая студия наша в Краснодаре. И ты ходишь и смотришь, слушаешь, что они говорят. Вроде один говорит нормально, второй нормально. Потом какой-то конфликт. Потом, получается, ты начинаешь разбираться, и клиент говорит одно, мастер говорит другое. Потом ты не то что нечаянно, а подходишь, когда мастер не видит тебя, и слушаешь, что он говорит, и понимаешь, что он несет дичайшую дичь вообще. Вот у меня это было. По камерам мы, кстати, видели. По камерам, да, тоже мы слушали. Да-да-да, когда нас вообще в студии не было. Вот просто не для того, чтобы мы вот пасли их все время, а просто чтобы понять, в чем проблема. Потому что проблемы возникали так или иначе. И мы такие: это же просто невероятная ересь, которую мастера говорят, даже не просто там, они не должны были продавать, да, может и должны были, я сейчас говорю даже просто про там уход или что такое татуаж, они просто несли бред какой-то. И вот мы тогда с Димой сели и решили, что надо всех заставить говорить одно и то же. Одно и то же, чтобы не ошибаться, чтобы точно мы знали. Вот тогда это первые скрипты появились у нас в студии. Вот это то, да, и мы столкнулись с тем, что аудитор говорит: да, у этого человека нет нарушений. Подожди, до аудитора расскажи. Аудитор — это прям...
Ну, есть человек, который сидел и слушал все записи разговоров мастеров и клиентов и искал, ну, вначале все, потом, когда студия, ну, сеть стала большая, уже все слушать тяжело очень, поэтому мы выборочно слушали. Он слушал запись аудиоразговора, который мастер обязан был отправить в Dropbox, иначе ему процедура не засчитается. И у нас бейджики были у мастеров. Ведется запись, имя, и ведется запись разговора. Здесь у него микрофон, он предупреждал клиента о том, что ведется запись. Это была, конечно, война, когда мы внедряли это. Помнишь, как все бастовали? Потом как бы смирились все. Все таки, ну хорошо. Никто там не будет ничего слушать. То есть нам вообще, кроме... Да. Я думаю, они смирились после случая, когда разобрались в пользу мастера, и клиент такой, точно. И они такие, да это же для нас хорошо. Да. Помнишь? Это была история, мы сталкивались с тем, что клиент говорит, мне об этом не говорили, мастер говорит, я об этом говорил, как нам контролировать это? Это повторяющаяся история, она повторяется раз за разом. Мы внедрили эти скрипты, внедрили контроль, и когда клиенты начали понимать, что сейчас не прокатит уже, вот такая дурочку из себя строить, и они говорят, окей, мне об этом не говорили. Мы говорим, не вопрос, мы сейчас поднимем записи и все послушаем. Прослушивали, и я вот помню, мы отправляли прям, посмотрите, пожалуйста, начиная с 13 минуты, 30 секунды по 13 минуту 40 секунду вам сообщают эту информацию, и вы подтверждаете. Все, Да. конфликт исчерпан. Ну, и нас же смотрят мастера, я думаю, что они понимают, что потребительские террористы, они встречаются довольно часто. И мы вот таким образом защитили себя, получается, от них, да, тоже? От потребительских террористов. Они просто исчезли все случаи, когда люди говорить начали, мне об этом не говорили. То есть раз или два, может быть, 3 раза это было, и все. И вот аудитор, который слушал записи на соответствие скриптов, он говорит, слушай, нет проблем, они все говорят по скриптам, а их штрафовали. То есть если ты нарушаешь, если ты уходишь от скрипта, последовательность, то тебя штрафуют. И как бы они выучились быстро, перестали, ну, вот эти страшные истории о том, что у нас штрафовали за все, это, собственно говоря, вот оттуда ноги растут. Мы штрафовали за опоздание. То есть опоздание 1 минута 100 рублей. Это тоже отдельная история, мы расскажем ее. Ну, кстати, важно заметить, что у нас была сеть студий, где работала толпа просто мастеров, то есть 11 студий в 9 городах, 70 плюс мастеров, и плюс еще удаленные сотрудники, очень много их было, потому что там слушали, там продавали, колл-центры, вот это все. И все штрафовались, естественно. Причем вот, ну вот давай вспомним. Мы ввели штрафы за опоздание, когда получилось, что я прихожу, я не должна была быть утром, я прихожу, и стоит клиент, и мастер только подходит, хотя процедура должна уже идти. Мы такие, это невозможно, это ненормально вообще, вводим штраф, все, 100 рублей минута опоздания. И у нас самые опоздуны были, которые платили прям какие-то 20 тысяч. Конские деньги, да. Ну а что мы с самого начала сделали, это было очень круто, я не помню, ты это ввел, откуда взял, не знаешь, сам придумал. Вот что мы все эти штрафы брали и отправляли в детский дом. Да. Чтобы не было, вначале мы сделали глупость, и мы сказали, вот эти штрафы будут складываться вот в баночку общую, и потом вы можете на них купить там себе конфеты, чай, какая-то ерунда получилась с этим, что-то они были недовольны, что там условная Даша кормит всю студию постоянно конфетами. Вишневская опаздывала сегодня. Ну ладно. И мы потом, ну я помню точно, что это ты ввел, но я не помню, как ты это придумал, что выбрали детский дом, который причем не где-то там в Москве или в Краснодаре, а где-то в захолустье, который нифига не снабжается, и туда все эти деньги, а денег было прям много, потому что работников много, косячат все, и у работников не было вообще к нам как бы возможности прикопаться, что мы наживаемся на их денежках, потому что они все шли в детский дом, отчитывались постоянно фотографии этих детей с подарками, с какими-то там игрушками, компьютерами даже, по-моему, иногда, ну, прям потому что было, мне кажется, это прям круто было. Махашвили, да, там отправлял? Да, где-то в Сибири был этот детский дом в захолустье, который вообще не снабжался, государством, и мы его много-много лет содержали вот на этих штрафах. Штрафы постепенно начали сходить на нет, потому что научились не опаздывать, научились подменять время на компьютере. О, это было, кстати. Прикинь, реально. А как мы это выяснили? Я не помню. Это была Вишневская как раз, да, по-моему? Я не помню, кто это был. Это в колл-центре кто-то замутил это в колл-центре, а мы это выяснили. Ну, то есть, как работала у нас система тайм-контроль. Тайм-контроль — это программа и датчик отпечатка пальцев. Ты пришел на работу, приложил пальчик, он пикнул. Ушел на работу, приложил пальчик, он пикнул. Время фиксируется.
они начали опаздывать. Штрафы колоссальные, то есть там 10 минут 1000 рублей. Это очень много. И что делать? Кто-то допер, заходит в компьютер и меняют время перед тем, как пикнуть. То есть они подгоняют время, потом пикают, потом возвращают время обратно. А выяснилось это, по-моему, Юра выяснил, когда кто-то забыл перевести обратно время. У нас что-то проблема с кассой возникла, он начал погружаться и выяснил, что вот эта история так работает. И мы уволили всех людей, которые это делали. Просто там половина с колл-центра ушла. Катя, помнишь? Я не помню уже имен. Короче, за вранье и за вот такие вещи увольнялись у нас люди вообще в одну секунду. Да, возвращаемся к скриптам. И мы в итоге вынуждены были проводить собрания. Обучение бесконечное. Да. Мы играли, мы смотрели. Администратор мог сказать: здравствуйте, да, проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Чаю хотите? Это первый вариант. Или там, будете чай? Вот этот тон. Либо... Чаю не хотите? Да, чаю не хотите. Я помню, как это было. Такая макушка торчит администратора, и она тоже нас не видит из-за барной стойки вот этой. И она оттуда: чаю не хотите? Клиент такой: нет, спасибо, не хочу. И заходит Дима, и у него все пили капучино божественный с корицей. Помнишь, как ты это делал? Расскажи. Ой, я не знаю. Значит, знаешь, какая там подводка была? Мы продавали капучино. Ну, продавали, в смысле, это бесплатно, но продавал я, как красиво его подавал. Люди обычно отказываются. Без кофеина. Да, вот эта история с капучино. Вот зачем мне это нужно? Вот сейчас вот пить, вот это сладости. Женщины на диете сидят. Как я это продавал? Я говорил: здравствуйте, вы же знаете, вы же сейчас процедура у вас перманентного макияжа. Он говорит: ну да. Вы знаете, что вам кофе нельзя пить с утра? Она говорит: ну да. Я бы вам хотел предложить капучино, но там же кофе. Она: ну да. Ну, знаете, мы о вас позаботились, и сейчас мы готовы предложить вам капучино без кофеина с молоком, которое взбивается в капучинаторе, и с вот этими божественными рафаэлками, или там что-то, какие-то у нас конфеты были. И дальше шла подводка. Согласитесь, неплохо было бы выпить сейчас кофе. Или там, типа я спрашивал: вам сколько рафаэлок, одну или две? Или спрашивал... Когда невозможно отказаться. Да, ну такое, да. Это такая немного манипулятивная тема, но мы же понимаем все, что связанные с... Я же ничего не продаю. Я просто даю человеку удовольствие. Кстати, это все, возвращаясь назад, это, конечно, была ошибка на самом деле. Почему? Потому что я пытался добрать по модели 100 баллов себе... Это очень, да, такая тема, я поняла. То есть у нас проседало качество процедур, мы сейчас это понимаем, потому что мы приняли решение, у нас работали медсестры только, они были сложно обучаемые, процедуры были... Для них это был верх совершенства, а по рынку, нифига. И все остальное мы добирали сервисом, вот этими всякими плюшками. Рекламой посыпали. Ну, это наша большая глобальная ошибка. Об этом можно в другой раз поговорить. Ну, мы поговорим, про но маркетинг. смысл в том, что продажи – это важная вещь, которая… Нужно отделять продажи от впаривания. Это нужно четко разделить, потому что продажи – это удовлетворение запроса клиента. Все. Ничего больше. То есть ему это и так нужно? Ему это нужно, и ему нужно просто правильно рассказать о том, что вы продаете, чтобы он понял, нужно ему это или нет. И обеспечить адекватную обратную связь. Потому что ты можешь сказать: вот мы продаем такую классную штуку, и клиент говорит: да, хочу, а ты такой: исчез. И неделю клиенту не пишешь, хотя обещал. А через какое-то время ты появляешься, клиент уже забыл о тебе, или купил в другом месте, или ему написал конкурент. Как обычно я делаю? Я говорю своей помощнице: вот мы сейчас наняли так таргетологов на клуб. Я говорю своей помощнице: выбери 10 выдач в Яндексе компаний, отправь им предложение о том, что я хочу нанять их в качестве таргетологов. Мы готовы выделить от 500 тысяч рублей в месяц бюджеты. Мне нужно, чтобы они со мной связались в Telegram. И они начинают стучаться ко мне. Она отправляет им просто запросы. Они начинают ко мне сами стучаться. Мы начинаем общаться. Где-то мы сходимся, где-то нет. Но самые расторопные, самые адекватные, самые голодные, они получают этот контракт, этот проект. Ты сейчас имеешь в виду, что те, кто тебе хорошо объяснят,
Да, ты их и будешь покупать, да, правильно? да, те самые адекватные. И при этом, если кто-то, например, вот я принял решение уже о покупке, я уже заключил контракт, и тут проходит неделя, со мной связывается человек, безусловно, классный, хороший, Более хороший, более чем... хороший, чем они, а я свою потребность закрыл уже. А если мы говорим про женщин, она уже перманент где-то в другом месте сделала. Многие используют такую тактику. Они в несколько мест звонят, смотрят, а, Что насколько... скажут? Да, ну мы продавали по звонкам, а сейчас это мессенджеры. Они пишут, сколько стоит, а что, почем, смотрят на реакцию, на скорость, на вовлеченность, насколько им не плевать. Это очень важно для клиента, потому что у него в этот момент на голове отрастает радар, который ловит любые проявления таких негативных эмоций или того, чего проявляться не должно, Ну, грубости. Да. типа, а что со мной будут делать, если я буду недоволен, да? Это же Если на, тоже да, понятно если на этапе вначале. продаж со мной так общаются, и со мной вот это позволяет, что же будет, когда они получат мою предоплату и процедуру? А если у меня сложность возникнет? А если у меня возникнут трудности после процедуры? Насколько они адекватно на это будут реагировать? И клиент придумывает себе кучу страхов, и как бы лучше испугаться один раз и не пойти на процедуру, чем не боясь идти на каждую процедуру и ходить потом с синими бровями. Но возвращаясь опять к тому, что они тарабанили, помнишь, мы же Да. этого... Они тарабанили, и мы вынуждены были проводить тренинги. Проводились эти тренинги каждую неделю. Мы собирались. Вот это видео есть где-то, где я стою, и каждый раз мы играем в Долгое ролевые игры. причем, Да, по-моему, да. да. А в чем прикол вот того, что она проговорила скрипт, вроде как все правильно сказала, но он как будто без запятых такой. Тра-та-та-та-та-та-та-та. Их перестали штрафовать, но продажи не росли. То есть их вообще не было до продаж, там, до процедур других зон и так далее. Да, они должны были допродавать другие зоны, при этом мы понимали, что это нельзя делать не экологично, манипулируя. Мы делали это так, мы говорили, там, типа, ну, допустим, Елена, я скрипт сейчас не помню на память, ну, типа, Елена, вы можете сделать еще также перманентный макияж губ, у меня сейчас есть... У меня есть сейчас место свободное, слот, и мы давали сразу дисконт на следующий свободный слот, если у мастера он был. Мы говорим, вы можете с дисконтом 50% прийти и вот сейчас сделать процедуру. Вот только сейчас остаться, да. И они рисовали эскиз, все это по скриптам, как бы скрипты написаны были хорошо. Мы очень много времени потратили. Эти скрипты же мы даем, да? Они у нас где-то Они есть. есть сейчас у мастеров. В инкубаторе, да? или где? В инкубаторе? Да. То есть можно зайти в инкубатор и актуальные скрипты продаж для мастеров получить. Это не скрипт продаж в мессенджерах, когда тебе пишут. Это такой живой. Это когда ты уже в живом общении допродаешь коррекции, обновления, дополнительные процедуры. Мы посчитали, что примерно половину прибыли мы получаем с дополнительных процедур, коррекций и обновлений, потому что мы не тратим время на привлечение и деньги на привлечение клиентов. А если вообще посчитать, в общем, вот к тебе клиент один пришел, и он, по идее, должен привести всю родню свою, всех коллег своих, и сам себе сделать все процедуры условно. Потому что взять любую женщину, по мне так, всегда есть как ее украсить. Ну, там межресничку даже пушистую, посочнее губы сделать, если без маразма. Естественно, брови у всех практически испорченные. И у всех есть родственники. То есть ты можешь, например, научить людей, как сделать вот это. То есть один клиент, которого ты получил по рекламе, например, приведет тебе орду просто. У нас же такое было. Вот у меня лично, помнишь, было У постоянно? тебя было, значит, это же... Давай погрузим людей в модель 100 баллов. Что это за модель 100 баллов и откуда я ее взял? Есть пикапер. Это люди, которые обучают, как соблазнять женщин. Только женщин или женщин и мужчин тоже может? По-моему, и мужчин тоже. Ну, да? Я не знаю. Ну, вот этого я не знаю. Я понял, что, по сути, это учебник по продажам. И я начал изучать вот эту книжку. Это Батарев. «Искусство обольщения». Или что-то, какая-то такая книжка. С точки зрения продаж. Я тогда работал в рыболовном магазине еще у меня не было студии. Я понял, что есть модель 100 баллов. Что такое модель 100 баллов? Как девушка выбирает себе мужика? Ну, значит, если у него тачка дорогая и часы
и он еще и он не 90 лет, то все уже нормально для большинства. То есть он модель 100 баллов, он эти 100 баллов набрал своими ресурсами. А если у него прекрасная там, прическа, если он прекрасный сложен с собой, он телом набирает, а может быть он набирает там кожей или бархатистым голосом, которым он там совращает, и может быть чувством юмора, и у тебя очень большое количество факторов, и как добавляющие тебе баллов, так и убивающие, например, твою привлекательность. Ну, воняет изо рта, до свидания. Воняешь потом, до свидания. Зубы гнилые, до свидания. У тебя много стоп-факторов, которые не позволяют тебе эти 100 баллов набрать. И история сарафанного радио заключается в том, что 100 баллов вы должны как минимум получить у своего клиента, а как максимум 200. Потому что если вы получите 200 из 100, клиент поймет, что это очень выгодная сделка была, офигенная, и он начнет просто быть амбассадором, тащить мам, подруг, там, тёть и так далее. Но при этом, при одном условии, это должно делаться за счет продукта. Но теоретически это можно достичь и через коммуникацию, через общение, через кофе какой-то, который... Догнаться, да? Догнаться, да. Основное – это продукт. Если продукт – это вот, не знаю, лицом, что называется, предоставить тетям, дядям и кому-то еще, и это стоит адекватных денег для вашей целевой аудитории, то проблем с клиентами не будет. И вот надо понять, как эта модель 100 баллов устроена. Мы, кстати, в сарафане делали даже, по-моему, развесовку. Какие факторы влияют сильнее всего. Ну, там не буду грузить сейчас Customer Journey Map, что такое, путь клиента и так Но далее. мы отдельно это разберем Да. в другом подкасте, потому что это надо же. Но мы разберем это отдельно. Но если сократить басню, у вас есть ряд факторов, которые оказывают критическое влияние. Я, например, не пошел учиться в Сколково, потому что я приехал в Сколково, мы с Женей поехали, и я приезжаю в Сколково на бизнес-курсы. У нас там бизнес, какая-то стартап-акселератор, еще какая-то бизнес-академия. Я приезжаю в Сколково, мы идем по кампусу этому Сколково, и я смотрю, а у них, как это называется штука, сапожки эти, которые вдоль... На плинтусе? На плинтус, да. У них плинтус из керамогранита сделан, и этот плинтус грязный. Там белый керамогранит, и видно, как уборщица шла тряпкой, и я иду на протяжении всего кампуса, вот этой дороги, грязный плинтус от грязной тряпки уборщицы. И я понимаю, что я не пойду в эту компанию учиться, не отдам там 1 000 000 рублей там, или 600 000 рублей стоила программа. Я не пойду, даже это 1000 раз Сколково, потому что они не могут построить бизнес-процессы работы у себя клининга. Это примитивная очень история. То есть ты считаешь, что они должны были превзойти, чтобы ты купил? Конечно, конечно. Ну, а как? Это база. У тебя получается такая история. Ты приходишь учиться бизнесу, а у учителя, который тебя учит, у него плинтуса засраны. Или туалет грязный. Как может человек учить бизнесу, если он не сделал, базу не просчитал? Как? Чему он тебя может научить? Ну подожди, а получается, что скрипты вообще в принципе зло, что если ты даешь клиенту 150% только процедурой, то что бы ты ему не говорил, он будет тебя умолять принять его родственников и сделать другую процедуру. Там дальше уже идет момент добора. То есть у тебя, если ты дашь 150% процедурой, тебе ничего не надо. Ты сидишь в Невинномысске, зовешь себя Кристина Черненко, и никакие скрипты не внедряешь, у тебя очередь на месяц, и цены не повышаешь, у тебя как бы все хорошо. А если у тебя твоя задача расти, вот как у нас на бизнес-курсах сейчас говорят и рекомендуют поднимать цену. Ты должна упаковать там аккаунт, ты должна делать что-то и поднимать цену, не ожидая поднятия спроса. А поднимать цену нужно только тогда, когда возникла эластичность спроса. У вас забился график, и для того, чтобы проявить уважение к клиентам, у которых есть деньги, вы поднимаете цену, отпуская клиентов, которые не могут себе это позволить. И так спрос предложения корректируется так. Но возвращаемся ко мне. Когда мы взяли вот эту мою подружку Лену на работу, и у меня был ценник что-то, я помню, 1006. Мне казалось, это уже какой-то космос вообще. И ты сказал, надо поднимать цену и ее ставить на вот эти 6000.
Ну, я сказал, надо поднимать цену, потому что Да. у тебя была запись. Это получается, что выход для мастера, который достиг какой-то определенной цены, да, то есть всегда есть клиенты, которые не пойдут на повышенную цену. Ну, нет у них денег, да? Ну, какая-то часть пойдет, но маленькая. Ну, то есть как это выглядело? Ты помнишь, как ты продавал? Потому что тогда ты продавал, я помню, своим бархатным голосом по телефону рассказывал, что я еще слушала, помню, и даже как-то злилась немножко, потому что я была уверена, что мои клиенты не пойдут к какому-то ноунейм мастеру, который только что появился в студии. И они шли. Как ты это делал? Они шли, почему он не пойдет? То есть у тебя этот клиент был, либо он пришел, либо он по рекомендации приходит, он звонит нам или пишет, ну, он звонил тогда, для того, чтобы записаться на обновление, там, или на коррекцию, наверное, да? Да, коррекции это были, да. И я продавал таким образом, что цена у Елены увеличилась, к сожалению, для вас. То есть сейчас вы не можете попасть за эту цену. Но Елена подготовила себе мастера. Она работает по регламентам, которые Елена разработала, и по технологии, которых придерживается Елена. Мы контролируем сейчас все там аспекты процедур, и вы можете спокойно записываться за те же самые деньги. И у меня не было тогда понимания, кстати, скриптов. Вот на момент, когда я это все продавал, я это делал по наитию. У меня не было... Чисто логически. Да. У меня не было каких-то скриптов, сбивок, еще чего-то. Это появилось позже. А до этого я просто по наитию как-то продавал, делал это вот как раз-таки эмоционально, там, с доверием и прочее. И помнишь, где этот владелец бархатного мужского голоса? Да, я помню, я сижу, делаю процедуру, заходит клиентка, окидывает такая взглядом студию, такой... А где этот мальчик с бархатным голосом, с которым я все время разговаривала? Она как будто к нему пришла просто. Ну, да, если вкратце, если у вас ситуация, когда вы находитесь в переизбытке клиентов, у вас очередь, вам нужно поднимать цену 100%, а те клиенты, которые не смогут это позволить, они пойдут уже к мастеру, которого вы наймете. Это, собственно говоря, так это и работает. То есть вот он момент, когда можно нанимать человека, да? Да. И это может сделать любой человек. И, кстати, мы какое-то время, достаточно долго, несколько месяцев, мы работали в одном помещении просто с ней. Мы работали как-то там по очереди, потом поставили 2 кушетки, было тесно, и потом мы уже поняли, что надо переходить в большое помещение. Я к чему? Что вы, получается, можете... очень легко немножко устраниться от работы, да, и дать работать другому человеку, и в это время вы можете что делать? Развить еще свои скиллы, да, как-то себя прокачать, нанять работников других, там, ну, короче, вот момент роста, да, получается, когда мастер. Не всегда это про скиллы, то есть, еще раз, ты можешь делегировать свою работу, но, как показывает практика, 10% из людей предприниматели. То есть многие не могут управлять, потому что это другие компетенции. А можно этому научиться? Нет. Вообще нет. Вот простой пример – это последовательность. Возьми простой пример. Что такое последовательность? Если руководитель сказал, он должен это делать. Неважно, себе сказал, не себе, там, кому-то сказал. Людям это очень тяжело, это последовательность. Очень тяжело увольнять людей. Нереально Это, тяжело. наверное, тотальное намерение ты имеешь в виду? Да, ну последовательность, что-либо сделать, да. Если ты хочешь кого-то уволить, ты должен уволить. Если ты хочешь что-то сделать, какие-то внести регламенты, ты должен добиться, чтобы это было. А для этого нужны такие по-хорошему яйца психологические. И у меня много примеров неуспешных предпринимателей, вернее, они могли бы гораздо успешнее, если бы у них эти яйца были. А они, к сожалению... Ну подожди, они тем не менее предприниматели? Может, не такие успешные, как могли бы быть, но все равно? Ну то есть, может, любой, просто он не будет настолько же успешен. Я не думаю так. Я думаю, что... Ну, опять-таки, это одна сторона по поводу увольнения. У тебя есть еще финансовый, например, финансовый учет. Ты должен погружаться. То есть ты должен быть чуть-чуть маркетологом, чуть-чуть погружаться в финансовый учет, вести бухгалтерию, понять юриспруденцию. Ты должен тоже понимать, как подписываются договора, как договора с подчиненными подписываются, трудовое законодательство изучить. То есть ты везде пытаешься быть как бы и там, и там, и там, и там, как продажи, как регламенты, как CRM. И у тебя в итоге ты была мастером, а у тебя куча задач для того, чтобы ты вот эту штуку делегировала при условии, что ты не мастер.
Вот здесь важный момент, что ты из мастеров выходишь. Тебе нужно сбалансировать это так, чтобы все продолжило работать так, как будто бы ты там осталась. И вот эту задачу выполняют единицы. С ней не справляется практически никто из девочек, из мастеров. Это очень сложно сделать. Получается, выход какой? То есть привлекать кого-то, например, как у тебя, мне повезло, что есть ты, что ты все это на себя взвалила, я вообще этим ничем не занималась, либо нанимать кого-то, ну, либо оставаться мастером-одиночкой вечно. История с наймом, она не так проста, потому что ты можешь нанять человека, подумав, что он решит тебе проблемы, а тебя просто используют. Потому что нет компетенции у тебя? Потому что ты не знаешь, как контролировать, потому что ты не знаешь, как выбирать. Тебе напели красивые песни. Все попадают в эту историю с маркетологами. Мгм. Они поют, как красиво, мы сейчас все сделаем, и все. Сели Только в тратят лужу. деньги. Да, и потому что нет компетенции. Бархатную мечту отдать какой-то сложный, но важный для бизнеса Процесс. процесс куда-то на сторону, это плохая идея. Без погружения, без понимания, как это работает. Поэтому для того, чтобы тебе стать руководителем, почему я говорю, это сложно. У тебя помимо того, что ты делаешь сам процедуры, у тебя чек высокий, ну это одно из условий, чтобы у тебя появились мастера, которые будут тебе помогать, Мгм. на которых скинуть клиентов подешевле. Плюс к этому у тебя куча геморроя наваливается. То есть надо ими управлять, надо следить за графиком, надо следить, надо решать проблемы. Ну, короче, это геморрой. Проще гораздо работать одной. Плюс к этому у тебя, знаешь, история я приведу пример просто, когда мастера, думая, что они предприниматели, арендуют большую студию, у них высокий чек, да, но они нанимают людей, не умеют их контролировать, не умеют их продавать, и в итоге работают на эту аренду и на зарплату этим мастерам. Но зато у Да, я них таких большая знаю. студия. Да. И зачем? То есть это тоже путь тупиковый. И самый простой путь, это, как показала практика, вот все успешные проекты, которые я знаю, это когда несколько, члены семьи это организуют. То есть это муж с женой, которым нечего делить. Вот как мы с тобой. Мгм. Возьми, вот всех мы возьмем сейчас более-менее успешных. Скорее всего, там за спиной женщины стоит мужчина. Он просто не может быть, как я, например, долгие вот эти 8 лет или сколько у нас были студии. Вообще Никто не прятался. знал, да, что я существую, что Все думали, что я великая. Лена молодец. Да, но это один из способов. Если у вас не получается это сделать, смиритесь просто и все. Не, подожди, а все-таки есть путь? То есть, вот, например, там условная Лена, она наняла себе первого работника, она получила больше времени свободного, и С чего она получила, извини, с чего она получила больше свободного времени? потому что часть клиентов направила на свою Нет, работницу. это не так работает. Какое условие поднятия цены? Когда у тебя запись наперед на Очередь, месяц. соответственно, да. Соответственно, если ты поднимаешь цену так, что у тебя появляется свободное время, это очень плохая идея. Потому что ты тем самым убиваешь свой сарафан. Тебе нужно делать так, чтобы постоянно была небольшая очередь к тебе, и ты постоянно по чуть-чуть поднимала цену. То есть ты имеешь в виду, что резко нельзя это делать? Нет, я имею в виду, что ты такая, так, у меня цель, чтобы я могла уделить время, например, обучению. Или там, ой, наконец-таки поживу для себя, займусь хобби. Фигак, подняла цену, закрыла часть слотов, и у тебя сарафан падает, девочка, которую ты наняла, работает плохо или уходит вообще, увольняется через 3 месяца. Ты остаешься у разбитого корыта. У тебя ни сарафана, ни фига. Потому что ты решила вот таким образом выйти из бизнеса. Так это не работает. У нас же пример есть, это наш Степа, он так и поступил. Массажист, который взял и, во-первых, он тащит на своем горбу вот эту большую клинику, которую он сам себе построил. И в то же самое время он берет и говорит, я буду заниматься, обучаться, я выхожу, вот пусть остальные... Как только он это сделал, сразу же проявилось, что клиника неэффективна, сразу проявились дыры в бюджетах, он сразу же вернулся, опять впахал, но было уже как бы поздно. Поэтому ты убиваешь свой сарафан, если ты решаешь выйти из бизнеса, не делегировав бизнес-процессы, а для того, чтобы их делегировать, какие-то процессы, ты должна понимать, как они работают, как устроен маркетинг, как делаются компании, как работают продажи, как делается CRM и так далее. Это большой пласт, если мы возьмем мастерство перманента, это
ну, наверное, 10% от того, что ждет вас за пределами этих работ и манипуляций с кожей. Там куча всего, что вам нужно изучить для того, чтобы Быть быть эффективными. эффективным. Вот у меня история, мы приехали сейчас в Америку, и мне нужно запустить пигменты для продажи на Amazon. Я вот тоже ошибку совершаю каждый раз. Каждый раз я наступаю на эти грабли. Я же уже, я умею делегировать, все, я нанял специалиста по Амазону, 2 специалистов по Амазону. Прошло полгода, нифига, ничего не произошло. Я немного подвзбесился. Опустил себя на землю. Сказал, хорошо, теперь мы забираем то, что у нас есть из Амазона, обратно, и я делаю все с нуля сам. Ты И после всех того, как я начал все это делать сам, я понял, что здесь дыра, здесь нужно подтянуть, здесь подтянуть. Я начал изучать, я начал смотреть видео, как правильно торговать на Amazon, какие ограничения. То есть в процессе, я же не дурак, в процессе накопления компетенций я понял, где исполнитель, я не думаю, что это вот такая специальная была история, но где исполнитель немножко нафакапил, но не решил мне об этом не говорить. Понимаешь? А где а сейчас, когда он понимает, что я в теме, уже факапов не прощу, уже правильные KPI можно поставить, уже зарплату, штрафы и так далее, конечно, он будет делать свою работу хорошо, и бизнес пойдет. Еще раз, тогда мы возвращаемся опять к тому, что мастер, вот он мастер, хороший мастер, если даже он устал, перегорел и хочет начать управлять, он не сможет этого сделать, потому что там такой большой пласт всего, чего он не изучал всю свою жизнь, сидел, ковырялся, был прикладным, что это невозможно. Ему надо привлекать супруга, например, который все это изучит и пройдет. Но потребление новой информации и ее трактовка и анализ требуют большой энергии и врожденных способностей эту информацию обрабатывать, усваивать. К сожалению, молодые девочки, их нельзя назвать аналитиками в большинстве случаев. Их нельзя назвать супер одаренными людьми, у которых прокачана логика. Это девочки, они просто девочки. Я девочка, я хочу платье. Поэтому, когда ставятся сложные управленческие задачи, они действительно ставятся. Внедрить CRM-систему, например. Вот сейчас смотрят, у тебя половина CRM-системы там нет. И внедрить CRM-систему надо, а почему не внедрена? Потому что надо выйти из операционки, понять, как это работает, понять, как теоретически можно это сделать за 2 дня, за 3 дня. То есть выйти на выходные, все сделать по инструкциям, которые у нас в клубе инкубатора есть. Кстати, ссылка на клуб есть в описании к этому видео. И, о чудо, с декабря месяца, нам новогодний подарок вам, мы начинаем принимать... Всё, это сработало. Мы начинаем принимать месячные оплаты. Да. Класс. Ежемесячно. Теперь не годовое, а ежемесячно можно оплачивать. Да. Супер. Короче, как-то грустно все. То есть у меня без тебя бы не получилось. Я вам честно скажу, у меня без него бы точно не получилось, потому что я ненавижу считать деньги. Я ненавижу погружаться в налогообложение, бухгалтерия, даже вот эти продажи. Я все это ненавижу. Я не хочу этим заниматься. Мне это неинтересно прям до ужаса. Я думаю, что у тебя не получилось бы построить сеть. Салончик? Но салон свой и прийти Чайка менеджмент устроить. Поорать на всех. Да. Поорать, посрать и уйти. Это, в принципе, путь большинства людей, которые нас сейчас смотрят. Это их потолок. Так, возвращаясь к тому, что мастер-одиночка устал работать, у него ценник, он уже так долго работал, все, ему что-то нового хочется. Что делать-то? При условии, что у мастера-одиночки есть запись на 2 недели вперед, на месяц вперед, и он не поднимает цену, боится по какой-то причине этих клиентов потерять, а действительно там разные ситуации жизненные. Кто-то ребенка воспитывает в одиночку, кто-то имел болезненный опыт, когда он поднимал цены, а люди уходили, не понимает, как правильно это сделать. Надо по чуть-чуть поднимать цену, регламент поднятия цен есть. Только при одном условии, что у тебя есть очередь. Если ты просто начнешь поднимать цену, это может сработать на дурака, но с вероятностью 99,9 вы просто убьете свой сарафан. Поэтому нужно крайне аккуратно поднимать и параллельно готовить мастера для того, чтобы передать ему клиентов, которые... Клиенты, они как слои в желе, они не смешиваются. Вот разноцветное желе, красное, желтое, зеленое, они сидят, это желе. Очень маленький слой пересекается друг с другом. И
клиент на Бентли в жизни своей никогда не встретит клиента, который ездит на троллейбусе, да, или на трамвае. Это просто разные люди, и по качеству разные, и по интеллекту, и по отношению к тебе, и по уровню комфорта работы с ними, и по требовательности. Как ни странно, люди с высоким чеком, они менее требовательны, чем люди, там, допустим, которые пришли к вам какие-нибудь модели. Согласна со мной? Да. Даже не модели, а такой где-то ценник от 3 до 8 тысяч. Это самые, они из тебя все соки выпьют, они хотят максимум за свои вот эти не очень большие деньги, потому что для них это большие деньги. Знаешь, есть интересная особенность, которую я заметил, когда мы ездили в Чикаго с тобой. Помнишь, мы посетили нашего казахского друга, и у казахского друга ментальность как раз-таки этого клиента с 3 до 8 тысяч рублей. В чем она заключается? Эти люди настроены на том, как построить свою жизнь и оптимизировать для экономии. Как сделать так, чтобы люди тобой восхищались, говоря, ну ты смотри, как ты за небольшие деньги, как ты много всего смог. По-настоящему богатые люди, они тратят свое время не на то, чтобы искать, как сэкономить. Я видел видео на ютубе, где человек говорил о том, что ты берешь просто каждый день отказываешься от кофе, и вот там через 20 лет у тебя уже сэкономленный капитал. А эти люди, они думают совсем по-другому. Они думают, как мне сделать так, чтобы я мог и кайфовать, и при этом еще и увеличить свой доход, и капитал какой-то накопить. Это просто другая ментальность мышления. И она рождает другие способы поведения в жизни, другие реакции на раздражение. Это, знаешь, это как программное мышление. Вот мы с ним общаемся, я говорю, слушай, а что у тебя с прицепом? Прицеп я взял. Почему я взял прицеп, а не автодом? Вот такой, у него прицеп стоит, в котором он живет летом. Я помню, да. Типа автодома. Он мог взять интегрированный автодом, когда внутри машина, и у нее большой, как автобус наш. Либо это прицеп. И он взял прицеп, почему? Говорит, я подумал, почему? Потому что налог платить не надо. Это не транспортное средство. Да, там не так прикольно, не так, но я так вот, зато я живу, а все вот эти лохи, которые платят налоги, они не живут. А то, что ты едешь на этом автодоме, у тебя огромная панорама, и ты красотой этой наслаждаешься, он как бы это не учитывает. И там у них мышление настроено на то, чтобы потратить свою энергию свободную, которой у них немного, для того, чтобы сэкономить. Ну, они чаще всего требуют там бесплатные коррекции. Да, и так далее. да. Но мы не об этом, мы же начали о том, что вот ценник ты постепенно поднимаешь, а у тебя работник, у которого ценник невысокий, но там же не будет такого гигантского отрыва. Как у тебя не станет клиент на Бентли приезжать, а это на трамвае. То есть там они смешиваемые слои. Обычно это происходит следующим образом. Поднимаешь, у тебя, например, там, допустим, 5 тысяч или там 7 тысяч было, стало там 10 тысяч, а ты берешь на 5 тысяч мастера и всех клиентов приглашаешь туда. Это нормально. Дальше он вырастает, тоже начинает расти у него чек, начинает загрузка. Все повторяется заново. А ты двигаешься вверх, потому что у тебя тоже растет загрузка, если ты делаешь все правильно, если сарафан работает. И где-то на отметке, наверное, уже 25 тысяч там, или там, 50 тысяч рублей, когда ты понимаешь, что это уже нереальные цифры для России, это слишком дорого, а у тебя уже работает, у тебя вот такой путь, шлейф накопился из мастеров, у тебя там 5 человек уже или 6 работает, которые по всем стратам этих цен у тебя висят, и каждый обслуживает свою категорию клиентов. Ты понимаешь, что давай сделаю там 100 тысяч, я как владелец студии себе заявлю и наконец-таки займусь собой. Или займусь обучением. То есть вот это правильный путь. Это единственный путь. То есть другого пути, любой другой путь закончится тупиком. И если вы думаете, что если вы сходите на тренерский курс и научитесь преподавать, а потом, например, к вам поедут студенты, и вы все купите новые машины, а потом купите новые квартиры или дома, кто-то купит. Вряд ли это все будут, и вряд ли это будет даже 1%. Может быть, это будет там 0,5%. Или уже чем больше, чем ближе... Чем больше тренеров, тем беднее тренеры. Вот такая история. Работает эластичность спроса. То есть другого пути для того, чтобы уйти из бизнеса и заниматься тем, что ты хочешь, либо заниматься в бизнесе тем, что ты хочешь. Кому-то нравится финансовая отчетность, он бы сидел и кайфовал бы, вот и делал бы. Кому-то нравится, наоборот, не финансовая отчетность, а снимать ролики рекламные. Ему не нравится делать процедуры. И ты, наконец-таки, можешь уделить этому время и заниматься в бизнесе этим. Но
ты все равно будешь в бизнесе. То есть это история о том, что ты пьешь на пляже как мохито, а бизнес работает, она работает, но с определенной инерцией. Вот мы столкнулись с этим, мы сейчас живем в Америке 2 года, и 2 года мы из-за прокрастинации этой не занимались бизнесом пигментов. И это большой маховик. Он работает, 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 но обороты замедляются, 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 замедляются. Если ты его снова не раскрутишь, он остановится. Ты знаешь, мы сейчас разговариваем об этом. Мы хотели много по продажам поговорить, но на самом деле мы сейчас коснулись только скриптов и там повышения цены, ну и по верхам пробежались, а у нас в курсе тренерском будет очень большое количество пунктов вот по продажам, например, даже мы можем по ним постепенно идти. Я имею в виду в этих наших не эфирах, в подкастах, да. Но у меня что-то такое складывается, видение другое тренерского курса вот этого. Может быть, это не тренерский курс, а именно как бизнес-школа правильная должна быть. Как ты думаешь? Я думаю, что никто не хочет заниматься бизнесом. Вопрос позиционирования, он очень важен. Еще раз, вопрос позиционирования очень важен. Если ты будешь позиционировать свою школу как бизнес-курсы, туда пойдут те, кто хочет на бизнес-курсы. Если ты будешь позиционировать свою школу как тренерский курс, туда пойдут те, кто хочет подсознательно или сознательно стать тренером. Ну а если не получится, цель минимум – это подтянуть свои навыки и понять вообще, если сейчас не получится, то я дорасту и сделаю это там через год, через 2. Зато я уже буду всего немножко знать. Да. Поэтому это надо делать тренерский курс, соответствовать ожиданиям людей. Но рабочее название Голгофа мне очень нравится. Я думаю... Да, она мне просто в голову пришла первая попавшаяся. Я В думаю, смысле, мне кажется, что это тяжелая работа на самом деле, если делать глубокий, прям настоящий продукт. А, к сожалению, реальный рост, он невозможен без работы. Все люди, которые находятся в спортзале, они тебе об этом расскажут. Ну да, когда ты приходишь такой весь холодец, дрябленький в спортзал и видишь вот этих прекрасных женщин или качков каких-то, и такой, ой, я вот из тех, кто, ой, пойду я на диван, что начинать это, если я не готова тратить свою жизнь вообще в спортзале, как они это делают. Так мы в итоге пойдем по программе курса? Я думаю, что сегодня вот мы вообще, в принципе, про продажи поговорили, или мы как-то не закрыли тему? Проболтали, да. Полезного ничего не дали, как будто. Хотя нет, дали же, да? Я не знаю. Напишите, кстати, в комментариях, вы что-нибудь полезное получили или нет. Я думаю, что да. Я сейчас просто на самом деле открыла план курса, который стартанет где-то в марте, наверное. И просто открыла продажи, потому что для меня, например, у нас есть блог мой, прям полностью, да, там про мастерство, вот это все. И есть блог, который Дима будет прописывать. И для меня это темный лес, и я бы сказала, темный и ужасно скучный, но я понимаю, как он сильно нужен и важен мастерам. Поэтому я говорю, давай будем по пунктам идти и понемножку приоткрывать, там, бороться вот в эти страшные дебри. Может быть, как-то вот в таком вот в диалоговом... Почему я решила ему вопросы задать? То, что очень часто меня начинает... Когда хочу быстро что-то сказать, он очень часто начинает мне что-то рассказывать. А я такая, а это что значит слово? А это, о чем ты говоришь? Я не поняла. Разъясни, объясни. И если я общаюсь с ним, и живя с ним, и пройдя такой большой путь по созданию сети, мы вместе все равно делали, хоть и разными вещами занимались, половины не понимаю вообще, то что говорить про людей, которым можно жутко легко навешать лапши на уши? Вот о чем я. Чтобы открыть глаза на то, как правильно, как по-настоящему. Основная цель ваша изучения продаж, если вы не горите и прям у вас не нравится. Мне нравится продавать, например. Я испытываю кайф, продавая, потому что я, продавая, не манипулирую людьми, а я, наоборот, потребности их реализую. То есть я как бы удовлетворяю их потребность. Правильно. Я вижу, как человек доволен после этого, он благодарен, доволен. Это началось, знаешь, когда у меня был магазин рыболовный свой. Угу. И я был директором, и мне очень нравилось выходить и работать с клиентом. Я пришел, и за 3 месяца я поднял там в 2 или в 3 раза продажи. Ты сделал просто их счастливыми, довольными. Да. То есть я дал то, что им нужно. И избавив от ошибок, которые потенциально они могли ну тут совершить. подожди. Получается, что продажи нравится тебе совершать только
те, которые хороши, то есть не те, то есть если бы ты там втюхивал какой-то мусор или старое какое-то говно, ты бы Это же не жуть была бы, кайфовал, ты же конечно, бы не конечно, смог бы это делать. То есть тут, получается, всегда должен быть продукт, который ты продаешь хорошим. конечно, Ты должен его с 100%. удовольствием продавать. А знаешь как? Ты должен продавать продукт, зная, что тебе за него не стыдно. Мгм. Там есть моменты, связанные с психологией. Например, есть люди, которые продают дорогие автомобили. Вот у меня, мы когда хотели купить дорогой автомобиль, купили его в итоге. Мы же поездили по разным автосалонам. И в одном из автосалонов менеджер, по-моему, это был BMW, я боюсь соврать. Он такой, ну, типа он не верил, что мы купим. Да, потому что ты заставил его продираться сквозь твою внешность, приперся в каких-то вытянутых шортах, кроксах, чуть ли не за наличку покупать дорогущий автомобиль. Конечно, он тебе Но не нет, поверил. он такой, ну, типа, знаешь, он даже мне сказал, да вот эти покупают, вот эти BMW, ну, мы же понимаем, что это того, ну, серьезно не стоит. Ну, правда. То есть он тебя отговаривал? Он не то что отговаривал, а он честно сообщал свою картину мира. Он считал, что это того не стоит. Ну, что, за что платить такие бабки? Куда? Мгм. Куда? И он не мог эффективно продавать. Он мог обслуживать как бы спрос, говорить, ну да, давайте прям документы там подпишу или что-то еще сделаю. Но продать человеку он ничего... Что такое продажа? Продажа – это когда ты понимаешь у его потребности, ты понимаешь, как эти потребности закрыть, ты понимаешь, какие проблемы в процессе закрытия потребностей у него могут быть, как его могут обмануть, как с ним им могут сманипулировать, какие ошибки он может совершить. Ты ему это все показываешь, подсказываешь в цифрах, в деталях, в кейсах, в опыте в своем. И человек, вот это называется экспертная продажа. Ты можешь даже без скриптов это делать. Ты просто рассказываешь, что, смотрите, вам... Потому что ты знаешь этот товар, его Да, да, преимущества, и да, ты просто да, их расскажешь. да. А получается, что если мастер не очень хорош как мастер, его процедура не очень хороша, когда он будет ее продавать, он же в глубине души понимает, что он Стрёмно. Мгм. проигрывает, ему будет стрёмно. И Но тогда нужны скрипты, что ли, получается? зависит это очень сильно от самого мастера. Все мы знаем с тобой мастеров, которые прекрасно продают, Мгм. начинается носить, кончается навак. Мгм. И при этом он нереально крутой продажник. Вот он как раз-таки продажник, очень крутой, но продает очень плохой продукт. Но у И, меня после него ощущение было, что меня обманули. мгм. Очень оно быстро И появилось. я об этом же. То есть, когда ты... Ну, он же как-то с этим живет. Как-то же он, ну, в общем, в новостях ты не видишь, что что-то случилось с Сиваковым. Нет, как-то живет, у него все хорошо, улыбается, семья и все такое. Поэтому я думаю, что это зависит от твоих внутренних установок экологичности. У меня они стоят по максимуму. Мгм. То есть я ушел из бизнеса вот этого промоутерского, где платили хорошо сигаретами, потому что я не хотел травить людей. Я понимал, что я травлю людей. Это пришло осознание достаточно быстро. Потом мне предлагали быть региональным представителем, потому что у меня уже есть опыт работы с табачкой и так далее в табачных компаниях. Я сказал, нет, я не буду работать ни в алкогольных компаниях, ни в табачных компаниях. В компаниях, которые приносят людям вред. Принципиальный вопрос. Вот я не могу, то есть я, находясь в долгую в этом бизнесе, понимая, что я своим трудом, по сути, убиваю людей, как бы спокойно с этим жить. Мгм. И, ну, вот я такой чувствительный, может быть, да. Кто-то более грубый, кто-то, наоборот, ему пофигу. У него алкогольный бизнес, он понимает, что он конкретно своими руками убивает десятки, сотни людей. Ну, как бы, он находит, может, моральное оправдание себе. Поэтому я думаю, что, еще раз, что такое процесс продажи? И, например, если мы говорим про скрипты, почему они важны? Скрипты облегчают вам возможность продажи, если вы не знаете, как продавать. То есть у вас нет понимания, как продавать. И из-за этого часть клиентов просто сливается. Скрипты помогают вам подстелить дорожку такую Соломку. ковровую, по которой клиент пройдет к вам в студию, не продираясь и не думая, блин, куда мне наступить, сюда или сюда. То есть работа с клиентскими страхами и скриптами позволяет резко увеличить эффективность. Ну подожди, есть же и куча мастеров, я тоже их знаю, которые, имея очень классный скилл, они прям делают классные процедуры, они сидят в низком чеке, потому что им стыдно повысить. А как же мои клиенты, как же они родненькие? Я знаю таких мастеров, то есть им надо помочь, получается. Им помогут, да, вот такие вещи, как Им поможет психолог. поднимать стоимость? Да блин, Да, я то есть себя помню, я бы, наверное, психолог, вечно ну все ковырялась. по-другому никак. Не, ну поиграй в психолога, объясни, расскажи, почему. Ну, мы не знаю, Кристина, если будет смотреть этот подкаст,
Кристина, привет. Есть отличный пример. Это мастер из моего родного города. А выяснилось еще, что у нас и лучшие друзья, чуть ли не родственники. Ну, короче, Кристина Черненко – это один из лучших мастеров, я считаю, сейчас в постсоветском пространстве по качеству прокраса, по формам, по фото, по визуалу, по всему. Она очень крутая. И Кристина ее работа стоила 5 или 6 тысяч рублей. Когда мы разговаривали, у нее был там месяц или два очередь в Невинномысске. Это в дыре. И я говорю, ты понимаешь, что ты теряешь деньги? Во-первых. Во-вторых, ты проявляешь неуважение к своим клиентам. Вот я, например, хочу сделать процедуру и улетаю через неделю в Дубай. Мне нужно, чтобы у меня были красивые брови. Я хочу к Кристине. Я говорю, вот я тебе звоню, а ты говоришь, или там пишу, а ты говоришь, ты в очередь, скотина, в очередь, как там в этом Шариков говорил, в очередь, сукины дети, в очередь. То есть и ты такой, 2 месяца жди. Это очень льстит твоей самооценке, но очень плохо сказывается на богатых клиентах, на богатых. Поэтому всегда нужно делать так, чтобы в ближайшие 3 дня к тебе можно было записаться. Всегда. Она подняла цену в итоге? Она поднимает в итоге наняла мастера. У нее сейчас работает, по-моему, двоюродная сестра, я не знаю. Но речь не об этом. Как я до нее достучался? Надеюсь, что я достучался. Я говорю, смотри, у тебя очередь в 2 месяца. Что означает очередь в 2 месяца? Это означает, что конверсия, то есть из 100 клиентов, которые хотят делать процедуру, доходит до тебя в лучшем случае 20 или 30. Если бы у них была возможность записаться завтра, послезавтра, через неделю, через месяц и так далее, у тебя не 20 клиентов было, например, которые дошли наконец-таки, а, допустим, там те же самые там 60, которые ты приняла. И у тебя в итоге получается, ты работаешь, конверсия. То есть у тебя история такая, ты работаешь с клиентами 100 процедур в месяц, например, у тебя. Средний чек 5000 рублей. Ты делаешь выручку 500 тысяч рублей, 500 000. Дальше, но у тебя очередь. Дальше ты правильно поднимаешь цену, делаешь так, чтобы ты тоже 100 человек делала, но ты делаешь это не по, допустим, у тебя очередь исчезает постепенно, и ты делаешь это не по 5000 рублей, а, допустим, по 10 тысяч рублей. И вот эта 5000 разница в прибыли, она умножается на 100, это 500 000, и умножается на 12, это 6 миллионов рублей. То есть это разница в цене, куда эти люди делись, которые готовы заплатить были деньги, но не готовы были ждать. Они пошли к конкурентам. Они хотят. И они идут к конкурентам. Что дальше? Я говорю, ты только что, каждый год ты даришь конкурентам по квартире 3-комнатной в новостройке в Невинномысске. Поздравления. Разные пути есть достучаться до каждого. Да? И я думаю, что она в этот момент поняла. Потому что если человеку нужен перманентный макияж, ты же знаешь. Да, я поеду в другой город. Да, в жопе свербит, поехал, все, ты потерял клиента. Почему не взять больше денег, когда это возможно? Это можно сделать только, когда ты контролируешь свою запись. И это, кстати, очень стрессово для эго. Потому что одно дело поднимать цену, это, смотрите, востребованное. А другое дело опускать цену. И это тоже должен делать мастер. То есть мастер должен уметь опускать себе цену вовремя. А обычно все как, у меня была очередь, я подняла цену, потом какая-то случается, например, приходит январь или приходит просадка, лето, и они цену не опускают. Это приводит к тому, что они недозарабатывают, во-первых, во-вторых, сарафан захлебывается, вот этот насос, и их уже не рекомендуют, и они сидят в жопе, думают, что с этим делать. Мы от продаж, это рядом, наверное, к ценам перешли плавно. Получается, что цена не может быть постоянной, она должна быть динамической, да? Она должна меняться в зависимости от сезона, на выходном много, в понедельник мало, то есть угождать клиенту всячески, да, вот этим. Вот самое простое, что может сделать каждый мастер перманентного макияжа прямо сейчас, это посчитать свою загрузку. Если вы делаете меньше 60 процедур в месяц, вам нужно срочно понижать цену. Пока вы не начнете делать 60 процедур в месяц. 60 плюс, да? 60 плюс, да. Как только вы начали 60 делать процедур в месяц, и возможно у вас есть разное время работы, кто-то работает 2 часа, кто-то 4 часа ковыряется в коже. По-разному люди работают, поэтому 60 клиентов, поправочка, не процедура, клиентов. Вот 60 клиентов вы принимаете, у вас запускается активно сарафан. Вот с этого момента вас начинают рекомендовать, плюс к этому у вас прокачивается скилл,
конкретно, когда ты Ты постоянно, машина ты просто становишься. машина, ты фигаришь постоянно. Ошибка минимизируется полностью, А там это всё приводит к уходит. увеличению качества продукта, а Мгм. увеличение качества продукта к увеличению сарафана. И в итоге от этого выигрывают все. Но для начала нужно понизить цену. И вот ты должна упасть в эту страту вниз для того, чтобы постепенно, правильно потом А как подняться. правильно понизить? Насколько понизить? Ну, ты должна искать дно. Вот принцип такой же. У нас в студии была система авторотации. Да, я Мы помню. ловили эту историю автоматически. У человека падает запись, она каждый день мониторит, по-моему, или 3 раза, не, по-моему, каждый день ночью она смотрела загрузку. Кто она? Система. Ну, скрипт, короче, программа, которую мы написали, я писал техническое задание на программу, написали программисты. Когда она смотрит на 7 рабочих дней впереди, какая загрузка мастера и значение коэффициентов. Например, там 3 процедуры в день в среднем. Цена не меняется, ну, потому что там 20 рабочих дней, у тебя получается там 60 процедур. Мгм. Меньше 3 процедур у тебя падает на блок. Там блок у нас был, по-моему, если не ошибаюсь, 150 или 200 рублей. Мгм. Если у тебя больше загрузка, то на 150-200 поднимается. И так как это делалось каждый день, ежедневно, мастер мог мгновенно упасть. Эта история, кстати, была. По-моему, кто-то был, то ли Пунько это была, я вот не помню. Кто-то из мастеров, у которых была уже корона на голове, Мгм. они считали, что они офигенные. Их система уронила конкретно. Почему, я не знаю. Мне все равно. Мгм. Почему? Записи нет, она Записи нет, роняет. она роняет, да. Мгм. Они упали мордой вот в этот потолок. дно. 990 рублей или там 1900 Да, я, кстати, рублей. помню, Ты помнишь, там, да, эту историю? Кто это был, я не помню. Скандалы были, вопли Да, там был были. скандал. Да, как Плач так? Ярославны. Я говорю, ребята, не ко мне. Эта система все делает. Систему эту можно использовать другим мастерам? Слушай, это делается автоматически. То есть у нас- Я поняла. Я имею в виду, например, мы делаем CRM-приложение, в нашем приложении CRM-систему, Да, и в ней вот эта штука может работать? То есть она все могут примитивная. Да, пользоваться? она примитивная очень. Потому что никто сам этого не сделает вручную. Вот я сейчас понимаю, что никто. И даже я больше скажу, когда мы перестали влиять на партнеров, ну, Они перестали они поднимать. перестали Да, это да, делать. да, перестали. Они стали, потому что и эго тешить это очень важная штука. Какая у тебя цена? Ну, такая, там высокая, 10, 15, 25 тысяч. А то, что записи нету вообще, то, что раз в месяц там клиент приходит, об этом уже история И умалчивает. ты в итоге со стыда выгораешь, да ты с высокой ценой. И это вопрос, к психологу по-хорошему. То есть я-то как помогу? Я никак не помогу. Я могу дать рецепт, но варить эту кашу придется самим. Ну, кроме них в бизнесе, кто у них есть? Прикольно. И никто. Ну, либо, кстати, вот там брать какого-то мужика, вытаскивать мужа с работы, сделать так, чтобы он тебе помогал. Потому что мужчина все-таки, у них мужская энергетика другая. Сразу мне вспоминается Анил. Такой помощник из О, Уфы. Анил Рамазанов, Да, да. не всякий муж тебе поможет. У Это мужа правда. мозги должны быть еще. Это правда. Но, тем не менее, он же как-то помогал, как-то разгружал, что-то делал. В магазин ездила. Ну, тоже помогал Так, длинный получился у нас подкаст. подкаст. И, я думаю, интересный, просто такой, везде по чуть-чуть мы похватали. Сравни, почему мы это сделали. Это очень круто же с самолетами, когда, и на этом мы закончим, да? Уже все летают, и все смирились с тем, что самолеты то стоят невероятно дорого, то супер дешево. Чем раньше ты хочешь записаться, чем раньше ты хочешь, бронируешь авиабилеты, они будут дешевле. Все об этом знают. Да. Если ты бронируешь завтра, скорее всего, он будет в 5 раз дороже, в 6 раз. Может быть, не будет вообще, будет только бизнес. Вот как у тебя там, да, и у тебя был случай, когда... Да, я впритык покупала, да. И это никого не смущает. Все понимают это. Почему это происходит? Потому что вообще в авиации коммерческой большая конкуренция. Невероятная конкуренция. Очень маленькая маржа. То есть там рентабельность компании, если 10%, все хорошо. Прикинь, ты должен огромные бабки прокачивать и делать это эффективно. Поэтому вот эта модель с динамическим ценообразованием, я не думаю, что это они придумали, но там она работает органично. Там есть нюансы, скажем так, и мы с этими нюансами сталкивались, когда клиенты хотят сделать процедуру какого-то мастера, они сидят и ждут, когда цена упадет.
Они сидят и отсматривают каждый день Были сайт. такие хитрецы, да, я От помню. сайта. Раз упала цена, они пришли. И это как бы приводило к тому, что все сидят в картине мастера, это выглядело так. Ко мне никто не записывается не потому, что я херовый мастер, а потому что все сидят и ждут, когда у меня упадет цена. Понимаешь? При этом сразу же у тебя запись прошла, система это видит, сразу тебе цену поднимает. Ну, если у тебя забивается твой слот. Поэтому они могут ждать бесконечно. Ну, точно так же и с самолетами же делают периодически люди, которые могут. Есть категория людей, Да. которая может ждать и готова ждать, и она будет это окошко ждать, потом в него спокойно. А есть люди, которым надо сегодня. Да. И они запишутся всегда. Вот надо лететь сегодня, вот и мне надо сегодня. Я не хочу ждать, я хочу сделать эту процедуру уже и забыть о ней. Категории людей разные, всем... Важно, что женщины слабы. И очень тяжело себе поднимать цену даже по очереди. Очень тяжело принимать какие-то жесткие решения рисковые. Очень тяжело брать и опускать себе цену. Это нужно, такой ментальный слом должен быть, когда детей кормить нечем, и ты понимаешь, что у тебя единственный путь – это взять кредит в банке и пойти на курсы к Ире Кошмаровой и X10 сделать по доходу. Мы шутим, но у нас есть общая знакомая здесь, в Америке, которая сходила везде и сейчас сидит с долгами в $25 тысяч. 25 тысяч? Ну, она заплатила за все эти курсы, да, так, в кредит, примерно. да. И сидит, и у нее X10 не произошло. Мгм. И я к тому, что модель выхода из сложной ситуации, когда мастера не загружены, только одна – понижение цены. Всё. На этом и закончим сегодняшний подкаст. С новыми микрофонами, кстати.